Вы когда-нибудь задумывались, почему именно вы сейчас смотрите это видео? Наши пути пересеклись в этот особенный момент не случайно. У Вселенной есть уникальный способ вести нас именно туда, где нам нужно быть, даже если мы не до конца понимаем, почему. Это похоже на чувство дежавю, которое мы иногда испытываем в тот момент, когда что-то кажется таким знакомым, таким правильным, что это не может быть простым совпадением. И знаете, почему это происходит? Потому что внутри вас есть более великая сила, которую вы, возможно, еще не полностью открыли, но которая пульсирует и ждет пробуждения. Это похоже на семя, посаженное в плодородную почву. У него есть все шансы вырасти в величественное дерево, но для его процветания необходимы подходящие условия. Представьте на мгновение, что вы находитесь перед волшебным зеркалом, одним из тех, которые не только показывают ваше физическое отражение, но и раскрывают вашу истинную сущность. Что бы вы увидели? Вероятно, гораздо больше, чем ваши глаза обычно видят ежедневно. Вы увидите человека с безграничным потенциалом, человека, несущего в себе силу, способную свернуть горы. Это похоже на ту историю о слоне, который с самого детства был привязан к цепи. Даже повзрослев и набравшись достаточно сил, чтобы освободиться, он остается в ловушке, потому что считает, что не сможет отпустить ее. Сколько раз мы сами ведем себя подобным образом, ограничены чужими убеждениями, привязаны невидимыми цепями, которые мы сами создаем. Но сегодня, в этот самый момент, происходит нечто иное. Вы вот-вот пробудитесь к истине, которая всегда была здесь и ждала своего открытия. У жизни есть интересный способ преподнести нам именно то, что нам нужно в нужное время. Это как та книга, которая, случайно, попадает вам в руки и содержит именно то послание, которое вам нужно было прочитать. Или тот человек, который встречается вам на пути со словами, которые, кажется, были выбраны специально для вас. Это знаки Вселенной, нежно шепчущие вам на ухо, что пришло время великой трансформации. И это не просто трансформация, это та, которую вы ждали, возможно, даже не подозревая об этом. Это похоже на то, когда вы собираетесь отправиться в большое путешествие. Возникает смесь тревоги и волнения, ощущение, что вот-вот произойдет что-то экстраординарное. И знаешь что? Вы абсолютно правы, полагая так. Вспомните все случаи, когда вам удавалось добиться чего-то, что казалось невозможным. Помните тот раз, когда вы преодолели препятствие, которое казалось непреодолимым. Или когда вам удалось сделать что-то, о чем все говорили, что вы не сможете. Эти моменты не были случайностью или удачей. Они были проявлением вашей внутренней силы. Это похоже на мышцу, которая становится сильнее по мере использования. Чем больше вы осознаете и используете свою внутреннюю силу, тем сильнее она становится. И сегодня вы узнаете, как получить доступ к этой силе способами, которые вы никогда не считали возможными. Это похоже на суперсилу, которая всегда дремала и ждала подходящего момента для пробуждения. У каждого человека, который смотрит это видео, есть уникальная история, уникальный путь, который привел его сюда. Некоторые, возможно, переживают трудные времена, другие находятся на пике своей жизни. Но всех их объединяет что-то общее – стремление к эволюции, росту, трансформации. Это как симфония, где каждый инструмент имеет свое звучание, но вместе они создают нечто великолепное. Вы – часть этой вселенской симфонии, и ваша нота уникальна и незаменима. Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько решений, сколько маленьких моментов привели вас сюда? Каждый выбор, каждый шаг, даже те, которые в тот момент казались неправильными, готовили почву для этого момента пробуждения. Вселенная действует таинственным, но всегда точным образом. Это похоже на большую головоломку, где каждая деталь имеет свое место, и вы – фундаментальная часть этого большого проекта. Иногда нам нужно сделать шаг назад, чтобы увидеть всю картину, как художник отходит от холста, чтобы получить более четкое представление о своей работе. И это именно то, что мы делаем сейчас. Делаем шаг назад, чтобы увидеть величину вашего потенциала, величие вашей цели. Потому что, видишь ли,
Ты здесь не случайно. Каждый вздох, каждый удар вашего сердца имеет большую цель, чем вы себе представляете. Внутри вас есть сила, которая превосходит любое препятствие, которое может встретиться на вашем пути. Это как то маленькое семя, которое способно сломать асфальт, чтобы вырасти. Внешне хрупкое, но обладающее внутренней силой, способной преодолеть любой барьер. И знайте, что самое интересное? Эта сила всегда была там. Это не то, что нужно искать снаружи, это не то, что нужно разрабатывать с нуля. Это похоже на алмаз, который уже существует в скале. Его просто нужно огранить, чтобы раскрыть его истинный блеск. И это именно то, что мы собираемся сделать вместе. Раскрыть тот бриллиант, которым вы уже являетесь. Иногда мы настолько теряемся в повседневных заботах, что забываем, кто мы на самом деле. Мы как будто носим запотевшие очки, которые мешают нам увидеть свою истинную природу. Но сегодня происходит нечто иное. Словно легкий ветерок очищает эти очки, позволяя вам впервые за долгое время ясно видеть. И то, что вы обнаружите, удивительно. Вы гораздо больше, чем вы себе представляете, гораздо больше, чем вас заставили поверить. Вы – существо безграничных возможностей, безграничного потенциала. Вам знакомо это чувство, что вот-вот произойдет что-то важное. Эти бабочки в животе, которые вы чувствуете перед большими переменами. Именно это вы, должно быть, чувствуете сейчас, и на то есть веские причины. Потому что то, что вы собираетесь открыть, полностью изменит ваш взгляд на себя и окружающий мир. Это похоже на то, когда ты осваиваешь новый навык. Сначала это кажется трудным, почти невозможным, но потом это становится настолько естественным, что ты едва можешь вспомнить, каково было не знать, как это делать. И вот как будет с вашей внутренней силой. Однажды пробудившись, вы не сможете представить, как вы жили так долго, не зная об этом. Сила, которая находится внутри вас, подобна бездонному колодцу возможностей. Каждый человек, которого вы встретили в своей жизни, каждый опыт, который вы получили, каждая проблема, с которой вы столкнулись, все это внесло свой вклад в то, кем вы являетесь сегодня. Это похоже на написание книги, где каждая глава важна для всей истории. И теперь вы собираетесь написать новую главу, возможно, самую важную из всех. Потому что это момент, когда вы откроете свой истинный потенциал, свою истинную природу. Это как проснуться после долгого сна и понять, что мир гораздо красочнее, чем вы себе представляли. Подумайте обо всех случаях, когда вы чувствовали эту сильную интуицию, это внутреннее чутье, которое позже оказывалось верным. Или те моменты абсолютной ясности, когда все, казалось, имело смысл. Это не были случайности или совпадения, это были проявления вашей внутренней силы, пытающейся с вами общаться. Это похоже на радио, которое нужно настроить на нужную частоту, чтобы четко улавливать сигнал. И это именно то, что мы собираемся делать вместе. Настроить вас на свою внутреннюю силу, позволяя этому общению течь естественно и постоянно. Возможно, вы слышали о людях, совершивших выдающиеся подвиги и преодолевших, казалось бы, невозможные ограничения. Что общего у этих людей? Они обнаружили свою внутреннюю силу и научились ее использовать. Это как иметь суперкомпьютер и, наконец, научиться использовать его полный потенциал. У каждого из нас есть этот внутренний суперкомпьютер. Это сила, способная совершить необыкновенное. Разница в том, что некоторые люди уже выяснили, как получить к нему доступ, а другие еще не придумали. И сегодня вы собираетесь пополнить ряды тех, кто знает, как использовать эту силу. Представьте на мгновение, что ваша жизнь подобна саду. До сих пор вы, возможно, только ухаживали за поверхностью, поливали уже существующие растения, поддерживали все в порядке. Но под поверхностью находится богатая, плодородная почва, полная семян, готовых прорасти. Эти семена – ваши мечты, ваши самые сокровенные желания, ваш нереализованный потенциал. И точно так же, как садовнику нужны правильные инструменты, чтобы вырастить обильный сад, вам нужны правильные инструменты, чтобы развивать свою внутреннюю силу. И это именно то,
чем я собираюсь поделиться с вами сегодня. Инструменты для доступа и развития вашей внутренней силы. У каждого человека есть уникальный путь, особый путь открытий и роста. Не бывает двух одинаковых путей, как не бывает двух одинаковых отпечатков пальцев. И это замечательно, потому что это означает, что у вас есть свой особый способ проявления своей внутренней силы. Это как уникальный танец, который можешь танцевать только ты, песня, которую можешь спеть только ты. И самое интересное то, что чем больше вы соединяетесь со своей внутренней силой, тем больше вы открываете о своей уникальности, своих особых дарах и своем уникальном предназначении в мире. Момент, в котором вы сейчас живете, подобен рассвету нового дня. Вы знаете тот волшебный момент, когда первые лучи солнца начинают освещать горизонт, неся с собой обещание нового начала. Именно так вы должны воспринимать этот момент, потому что то, что вы собираетесь узнать о своей внутренней силе, осветит вашу жизнь совершенно по-новому. Это как если бы до сих пор вы видели мир черно-белым, и вдруг начали проявляться цвета. И самое невероятное, что это только начало необыкновенного пути открытий и достижений. Существует тайна проявления наших желаний, которую мало кто понимает, и она выходит далеко за рамки простых слов, которые мы говорим. Это похоже на радиочастоту, которую необходимо идеально настроить, чтобы четко улавливать сигнал. Когда вы обращаетесь с просьбой к Вселенной, слышны не только ваши слова. Это вся энергия, которую вы излучаете, каждая вибрация вашего существа. Представьте, что вы находитесь в ресторане и делаете заказ. Недостаточно просто сказать, что вы хотите, нужно быть уверенным в том, что вы заказываете, верить, что на это ответят. Самое главное – быть действительно готовым получить то, что вы хотите. Ты заказал. Та же самая динамика происходит, когда мы общаемся со Вселенной. Вера подобна мышце, которую нужно тренировать ежедневно. Чем больше вы его используете, тем сильнее он становится. Подумайте, сколько раз вы добивались чего-то, что казалось невозможным, просто потому, что вы верили до конца. Может быть, это была работа мечты, особые отношения или даже то личное достижение, которое другие считали недостижимым. Вера обладает преобразующей силой, выходящей за рамки обычной логики. Она способна сдвинуть горы не потому, что меняет саму гору, а потому, что она меняет человека, который верит. Это похоже на историю о том, как Колибри пыталась потушить лесной пожар с водой в клюве. Многим это казалось безумием, но их непоколебимая вера вдохновляла на помощь других животных. Когда вы приводите свои мысли, эмоции и действия в соответствии со своими желаниями, происходит нечто экстраординарное. Это похоже на оркестр, где все инструменты должны быть в гармонии, чтобы создавать идеальную музыку. Если один инструмент расстроен, это повлияет на всю симфонию. Аналогично, если ваши мысли говорят одно, а эмоции говорят другое, вы создаете диссонанс, который затрудняет проявление ваших желаний. Вот почему так важно сохранять внутреннюю согласованность, гармонию между тем, что вы думаете, чувствуете и делаете. Когда вы достигаете такого выравнивания, создается впечатление, что вся Вселенная сговорилась в вашу пользу. Упреждающая благодарность – один из самых мощных инструментов, которые есть в нашем распоряжении. Это все равно, что посадить семя и начать быть благодарным за плоды еще до того, как увидите первый росток листа. Это создает настолько мощное энергетическое поле, что ускоряет процесс проявления. Когда вы благодарите за что-то, как будто вы это уже получили, вы действуете на частоте изобилия, и Вселенная реагирует на эту частоту. Это как тот друг, который всегда готов помочь. Чем больше вы выражаете благодарность за его помощь, тем больше у него мотивации продолжать помогать. Вселенная работает аналогичным образом. Чем больше благодарности вы выражаете, тем больше причин она дает вам для нее. Энергия, которую вы вкладываете в свои просьбы, подобна уникальной подписи, которую распознает Вселенная. Важно не только то, что вы заказываете, но и то, как вы это заказываете. Представьте, что вы отправляете письмо во Вселенную. Энергия ваших слов подобна печати, гарантирующей, что оно дойдет до нужного места назначения. Если вы отправите свой запрос с сомнением,
страхом или тревогой, это все равно, что указать в письме неправильный адрес. Но когда вы отправляете свой заказ с уверенностью, любовью и уверенностью, это похоже на использование службы экспресс-доставки. Ваше желание находит самый быстрый и эффективный способ проявиться. Фундаментальный аспект, которым многие люди пренебрегают, это важность поддержания высокой частоты вибраций в ожидании проявления своих желаний. Это похоже на поддержание огня. Вам нужно постоянно подкармливать его дровами, чтобы он горел. Точно так же вам необходимо наполнить свои мечты положительной энергией, воодушевляющими мыслями и конструктивными эмоциями. Это означает проявлять оптимизм, даже когда обстоятельства кажутся неблагоприятными, сохранять веру, даже когда путь кажется неопределенным, и продолжать действовать так, как будто ваше желание уже стало реальностью. Ясность – мощная сила в процессе проявления. Когда у вас есть абсолютная ясность в отношении того, чего вы хотите, это похоже на использование идеально откалиброванного GPS. Вы точно знаете, куда идете, и лучший маршрут, чтобы туда добраться. Многие люди терпят неудачу в своих проявлениях, потому что их просьбы расплывчаты или запутаны. Это все равно, что заказывать что-то хорошее в ресторане вместо того, чтобы точно указать, какое именно блюдо вы хотите. Чем конкретнее и яснее вы будете выражать свои запросы, тем легче Вселенной будет предоставить именно то, что вы хотите. Это не означает, что вы должны быть жесткими или негибкими, а скорее, что вы должны иметь четкое представление о том, что вы хотите проявить. Сила вашей энергии так же реальна, как и любая физическая сила, которую вы можете наблюдать. Точно так же, как гравитацию не обязательно воспринимать как реальную. Энергия ваших мыслей и эмоций постоянно формирует вашу реальность. Подумайте о том, что вы чувствуете, когда находитесь рядом с человеком, который настроен очень негативно. Он буквально истощает вашу энергию. С другой стороны, когда вы находитесь рядом с кем-то позитивным и полным энтузиазма, вы чувствуете прилив энергии и мотивацию. Это демонстрирует осязаемую силу энергии, которую мы излучаем. Хорошая новость заключается в том, что вы полностью контролируете качество излучаемой вами энергии. Вера – это не просто пассивное убеждение, это активная сила, которая сдвигает горы внутри и снаружи. Когда вы по-настоящему верите во что-то, все ваше существо подчиняется этой вере. Ваши глаза начинают видеть возможности, которые раньше оставались незамеченными. Ваши руки обретают силу, о которой вы даже не подозревали, а ваше сердце наполняется смелостью, преодолевающей любой страх. Это как тот спортсмен, который, несмотря на усталость, находит в себе силы пробежать последний спринт, потому что верит, что сможет победить. Истинная вера не знает границ, не приемлет невозможного и не позволяет временным обстоятельствам подавить себя. Один из ключей к реализации ваших желаний – сосредоточить свою энергию на том, чего вы хотите, а не на том, чего не хотите. Это похоже на вождение автомобиля. Вам нужно сосредоточить взгляд на пути вперед, а не на препятствиях, которых вы хотите избежать. Если вы зацикливаетесь на том, чего не хотите, в конечном итоге вы привлечете именно это. Например, если вы постоянно думаете «я не хочу быть бедным», ваша энергия сосредоточена на бедности. Вместо этого сосредоточьтесь на «я хочу быть процветающим». Этот тонкий сдвиг в перспективе имеет решающее значение для качества энергии, которую вы излучаете. Доверие к процессу имеет важное значение. Это похоже на путешествие на самолете. Вам не нужно понимать все принципы аэродинамики, чтобы добраться до места назначения, просто поверьте, что самолет умеет летать. Точно так же вам не нужно понимать каждый механизм во Вселенной, чтобы реализовать свои желания. Что вам нужно, так это поддерживать свою энергию в соответствии с вашими целями и верить, что Вселенная знает лучший способ их достижения. Иногда путь может оказаться не совсем таким, как вы себе представляли, но если вы сохраните уверенность, конечный результат окажется даже лучше, чем вы ожидали. Энергия любви – самая мощная сила проявления, которая существует. Когда вы действуете из любви к себе, любви к тому, что вы делаете, любви к жизни, вы получаете доступ к чистоте вибраций,
которая открывает все двери. Это как иметь главный ключ, который работает со всеми замками. Любовь растворяет страхи, преодолевает ограничения и творит чудеса. Вот почему так важно развивать любовь во всех ее формах. Когда вы обращаетесь с просьбой ко Вселенной с сердцем, полным любви, это похоже на посыл мощного сигнала, который преодолевает любые барьеры и находит путь к проявлению. Существует принципиальная разница между желанием чего-то и готовностью это получить. Это как посадить сад, недостаточно просто хотеть цветов, нужно подготовить почву, создать подходящие условия, чтобы семена могли прорасти. Точно так же, когда вы обращаетесь с просьбой к Вселенной, вам необходимо внутренне подготовить себя к получению желаемого. Это означает работу над своими ограничивающими убеждениями, расширение зоны комфорта и готовность расти вместе со своими мечтами. Потому что зачастую Вселенная не просто исполняет ваши желания. Она дает вам возможность стать человеком, способным получить и сохранить то, о чем вы просили. Ваша энергия подобна уникальной подписи во Вселенной. Никто другой не может излучать точно такую же чистоту, как вы. Вот почему так важно быть искренними в своих просьбах и утверждениях. Не просите чего-то только потому, что об этом просят другие, или потому, что этого ожидает от вас общество. Спросите о том, что действительно резонирует с вашей внутренней истиной, что заставляет ваше сердце трепетать от радости, просто думая об этом. Когда вы верны своим желаниям, ваша энергия естественным образом согласуется с частотой проявления, и Вселенная реагирует с потрясающей точностью. Терпение является важной частью процесса проявления, но не пассивное терпение, а активное терпение, полное веры и позитивных ожиданий. Это как ждать, пока испечется пирог. Ты не с тревогой открываешь духовку каждую минуту, но и не забываешь о ней совсем. Вы поддерживаете нужную температуру, следите за временем и доверяете процессу. Точно так же, ожидая проявления своих желаний, сохраняйте высокую энергию, продолжайте действовать для достижения своих целей и верьте, что все организуется наилучшим образом. Потому что, как торту нужно подходящее время, чтобы стать идеальным, так и ваши желания имеют идеальное время для проявления. Визуализация – один из самых мощных инструментов, имеющихся в нашем распоряжении для создания желаемой реальности. Это как быть режиссером фильма о своей жизни. У вас есть возможность создать каждую сцену, каждый момент, каждую деталь именно так, как вы хотите. Когда вы закрываете глаза и визуализируете исполнение своей мечты, вы буквально программируете свой мозг на распознавание и использование возможностей, которые приведут к ее реализации. Это похоже на то, когда вы решаете купить новую машину определенной модели. Внезапно вы начинаете повсюду видеть одну и ту же модель. Дело не в том, что машин этой модели на улицах стало больше, просто ваш мозг запрограммирован их замечать. Аналогично, когда вы ясно визуализируете свои цели, ваш мозг начинает определять пути и возможности, которые раньше оставались незамеченными. Искусство визуализации выходит далеко за рамки простого воображения того, что вы хотите. В этот процесс необходимо задействовать все свои органы чувств. Представьте, что вы сейчас испытываете свой сон, какие звуки вы слышите, какие ароматы вы чувствуете, на каких текстурах можно играть, каков на вкус это достижение. Например, если вы мечтаете иметь дом на берегу моря, недостаточно просто представить его себе. Почувствуйте морской бриз на своем лице, услышьте шум волн, разбивающихся о песок, почувствуйте запах соленой воды, прикоснитесь к мягкому песку под ногами. Чем ярче и детальнее ваша визуализация, тем мощнее будут ваши способности проявления. Эмоции – это топливо, которое воплощает ваши визуализации в жизнь. Недостаточно просто создавать мысленные образы, нужно чувствовать эмоции, связанные с воплощением мечты в реальность. Если вы визуализируете успех в своей карьере, позвольте себе ощутить радость признания, гордость за достижение, удовлетворение от занятия любимым делом. Это похоже на просмотр эмоционального фильма, ты не просто видишь сцены, ты смеешься, плачешь и переживаешь вместе с героями. Ваши эмоции подобны магниту, который притягивает в вашу жизнь подобные переживания. Чем интенсивнее вы почувствуете радость и благодарность за реализацию своих мечтаний во время визуализации,
тем быстрее они проявятся в вашей реальности. Последовательность в вашей практике визуализации является ключом к достижению устойчивых результатов. Это похоже на наращивание мышечной массы. Вы не станете сильными, тренируясь раз в месяц, вам нужна регулярная, постоянная практика. Выделите определенное время в день для визуализаций. Это может быть сразу после пробуждения, перед сном или во время перерыва на работе. Важно создать ежедневный ритуал. Например, вы можете каждое утро посвящать 10 минут визуализации своих целей, пока пьете кофе. Со временем эта практика становится такой же естественной, как чистка зубов, и результаты начинают проявляться в вашей жизни все более очевидными. Творческая визуализация оказывает прямое влияние на вашу нервную систему и биохимию мозга. Когда вы визуализируете что-то позитивное, ваше тело вырабатывает те же нейротрансмиттеры, что и в случае реальной ситуации. Вот почему высококвалифицированные спортсмены так часто используют визуализацию в своих тренировках. Баскетболист, постоянно визуализирующий идеальные удары, буквально тренирует свой мозг, чтобы точно выполнять эти движения. Аналогичным образом, когда вы визуализируете успех в любой сфере своей жизни, вы тренируете свой мозг распознавать и создавать возможности, которые приведут к этому успеху. Важнейшая часть визуализации – сосредоточиться на том, чего вы хотите, а не на том, чего не хотите. Это похоже на фотографию. Вам нужно направить камеру на то, что вы хотите запечатлеть, а не на то, чего хотите избежать. Если вы хотите большего изобилия в своей жизни, представьте, что ваш банковский счет растет, представьте, как вы делаете разумные инвестиции, представьте, что вы помогаете другим людям в их процветании. Не сосредотачивайтесь на долгах или финансовых проблемах. Энергия следует за фокусом. То, на чем вы сосредотачиваете свое внимание, имеет тенденцию расширяться в вашей жизни. Поэтому тщательно выбирайте образы, которые вы вкладываете в свой разум. Визуализация также работает как карта вашего успеха. Когда вы четко визуализируете свои цели, ваш мозг начинает прокладывать маршруты и создавать связи, которые приведут вас к цели. Это похоже на использование GPS. Чем четче пункт назначения, тем точнее будет предложенный путь. Например, если вы хотите открыть собственный бизнес, визуализируйте не только конечный результат, но и шаги, необходимые для его достижения. Представьте, как вы исследуете рынок, разрабатываете свой бизнес-план, приобретаете первых клиентов. Эта подробная визуализация помогает вашему мозгу определить возможности и ресурсы, которые могут помочь в вашем путешествии. Мощная техника визуализации – создать мысленный фильм вашего идеального дня. Начните с того момента, как вы просыпаетесь, какова ваша комната, ваш дом, ваш утренний распорядок, какую деятельность вы проводите, с кем вы взаимодействуете, как вы себя чувствуете. Визуализируйте каждый момент очень детально, как будто вы действительно проживаете этот день. Это не только поможет вам прояснить ваши цели, но также начнет согласовывать вашу энергию с желаемой реальностью. Это похоже на создание сценария, которому будет следовать Вселенная. Чем больше вы практикуете эту визуализацию, тем больше аспектов этого идеального дня начинает проявляться в вашей нынешней жизни. Благодарность – важный элемент процесса визуализации. Представляя, как ваши мечты сбываются, практикуйте чувство глубокой благодарности, как если бы вы уже жили в этой реальности. Это все равно, что сделать заказ в ресторане и сказать спасибо еще до того, как еда будет доставлена. Вы демонстрируете уверенность в том, что ваш заказ будет выполнен. Например, если вы мечтаете о новом доме, почувствуйте благодарность за каждую деталь. Идеальное расположение, просторные комнаты, ухоженный сад. Эта ожидаемая благодарность создает энергетическое поле, ускоряющее проявление ваших желаний. Визуализация также может стать мощным инструментом преодоления страхов и ограничений. Когда вы столкнулись с проблемой, представьте, что вы встречаете ее смело и успешно. Например, если вы боитесь публичных выступлений, представьте себя на сцене уверенным и красноречивым, общающимся с аудиторией естественным и увлекательным образом. Увидьте улыбки на лицах людей, почувствуйте положительную энергию в окружающей среде, услышите аплодисменты в конце. Эта практика не только уменьшает беспокойство,
но и подготавливает ваш мозг к более эффективной работе с реальной ситуацией. Важным аспектом визуализации является гибкость. Хотя важно четко понимать свои цели, не менее важно быть открытым, чтобы Вселенная могла удивить вас чем-то даже лучшим, чем вы себе представляли. Это похоже на планирование поездки. У вас есть маршрут, но иногда неожиданные обходные пути оказываются самыми особенными моментами. Во время визуализации оставляйте место для тайны, для приятных сюрпризов, которые может преподнести Вселенная. Это создает идеальный баланс между направлением и открытостью. Визуализация может быть особенно мощной в сочетании с позитивными утверждениями. Визуализируя свою цель, мысленно повторяйте утверждения, которые укрепляют эту реальность. Например, если вы визуализируете свое идеальное здоровье, вы можете сказать: «Я здоров, силен и полон энергии. Каждая клетка моего тела вибрирует жизненной силой». Слова обладают силой, и в сочетании с ясными мысленными образами и положительными эмоциями они создают непреодолимую силу проявления. Это как добавить идеальный саундтрек к фильму вашей жизни. Сила визуализации выходит за рамки отдельных преимуществ. Она может положительно повлиять на все ваше окружение. Когда вы визуализируете успех и изобилие, вы естественным образом начинаете излучать эту энергию окружающим. Это как зажечь свечу в темной комнате, ее свет освещает не только тебя, но и всю комнату. Поэтому включайте в свои визуализации не только свои личные цели, но и благополучие людей, которых вы любите, и общество в целом. Представьте себе лучший, более гармоничный и процветающий мир для всех. Помните, что визуализация – это навык, который можно развивать и совершенствовать с помощью практики. Поначалу вам может быть трудно сохранять ясность образов в уме или испытывать желаемые эмоции. Это нормально, это как научиться ездить на велосипеде. Поначалу может быть сложно, но с практикой это становится естественным. Начните с простых, коротких визуализаций и постепенно увеличивайте сложность и длину. Важно сохранять последовательность и не расстраиваться, если результаты не будут немедленными. Каждый сеанс визуализации – это шаг к реализации вашей мечты. Воображение – ваш самый мощный инструмент для создания желаемой реальности. Это первый шаг к любому великому достижению. Все, что существует сегодня в материальном мире, сначала существовало в чьем-то воображении. Когда вы сознательно и целенаправленно используете свое воображение посредством визуализации, вы буквально сотворяете со Вселенной. Это как быть художником с чистым холстом. У вас есть возможность нарисовать ту жизнь, которой вы хотите жить. И самое приятное то, что нет никаких ограничений на то, что вы можете создать, кроме тех, которые вы накладываете на себя. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся в жизни, не являются препятствиями на нашем пути. Они и есть сам путь. Каждая возникающая трудность подобна учителю, пришедшему в нужный момент, чтобы научить нас чему-то ценному. Подумайте о том, как формируется алмаз. Под сильным давлением и высокой температурой обычный углерод превращается в один из самых драгоценных камней в мире. Точно так же именно моменты давления и испытаний в нашей жизни превращают нас в более сильные и яркие версии самих себя. Когда вы сталкиваетесь с трудностью, вместо того, чтобы спрашивать себя, почему это происходит со мной, попробуйте изменить вопрос на «чему это меня учит?». Удивительно, как этот простой сдвиг в перспективе может полностью изменить ваш опыт. Каждое препятствие, которое вы преодолели в своей жизни, было необходимой подготовкой к тому, где вы находитесь сегодня. Это похоже на спортсмена, который тренируется на высоте, чтобы улучшить свои результаты на уровне моря. Дополнительные трудности тренировок делают его сильнее и выносливее. Подумайте о трудном времени, с которым вы столкнулись в прошлом. В то время казалось, что преодолеть это невозможно, не так ли? Но сегодня, оглядываясь назад, можно увидеть, как этот опыт укрепил его, как он преподал ему ценные уроки, которые он несет с собой по сей день. Те отношения, которые закончились болезненно, научили вас любви к себе. Эта профессиональная неудача показала вам, как быть более устойчивым. Каждое полученное вами «нет» готовило вас еще больше оценить последующие «да». Личностный рост подобен восхождению на гору. Каждый шаг, каким бы маленьким он ни казался,
ведет вас к вершине. Иногда путь крутой и трудный, иногда более гладкий и спокойный. Но каждый шаг одинаково важен. Когда вы сталкиваетесь с особенно трудной задачей, помните, что вы развиваете эмоциональные и духовные мышцы, которые будут необходимы для ваших следующих достижений. Это как заниматься физическими упражнениями, сиюминутный дискомфорт приводит к стойкому укреплению. И также, как в тренажерном зале, где каждый комплекс упражнений готовит вас к поднятию более тяжелых весов, каждое преодоленное испытание готовит вас к еще большим достижениям. Есть глубокая мудрость в признании того, что проблемы являются естественной частью процесса роста. Это похоже на семя, которому нужно сломать скорлупу, чтобы вырасти и стать величественным деревом. Сопротивление, с которым он сталкивается, когда прорастает, это именно то, что делает его достаточно сильным, чтобы вырасти до неба. Точно так же сопротивление, с которым мы сталкиваемся на нашем пути, важно для нас, чтобы развить силу, необходимую для достижения наших высших целей. Когда вы начнете видеть проблемы с этой точки зрения, они перестанут быть тем, чего следует бояться, и станут ценными возможностями для роста. То, как мы реагируем на вызовы, важнее самих вызовов. Это как серфинг, волнами управлять нельзя, но можно научиться виртуозно на них кататься. Когда приближается большая волна, опытный серфер не паникует. Он берет себя в руки, корректирует свое положение и использует силу самой волны, чтобы создать что-то красивое. Точно так же, когда в вашей жизни возникают проблемы, у вас есть выбор, как на них реагировать. Вы можете позволить им парализовать вас страхом или использовать их как стимул для достижения новых высот. Выбор всегда за вами. Времена трудностей – это также времена большого потенциала для трансформации. Это как куколка, для гусеницы процесс превращения в бабочку может ощущаться как момент тотального кризиса. Ваше тело буквально разваливается, прежде чем перестроиться в новую форму. Но именно этот, казалось бы, хаотичный процесс позволяет возникнуть чему-то более прекрасному и свободному. Вашими нынешними вызовами может стать ваша куколка, пространство трансформации, где внутри вас рождается что-то новое и высшее. Вера особенно укрепляется во времена испытаний. Это похоже на мышцу, которая растет только тогда, когда встречает сопротивление. Когда все легко и мирно, наша вера не подвергается испытаниям и не получает возможности окрепнуть. Именно в моменты неопределенности, когда мы не можем ясно видеть путь вперед, наша вера имеет возможность расти. Например, когда вы сталкиваетесь с проблемой, которая, кажется, не имеет решения, но при этом сохраняете уверенность, что все разрешится к лучшему, ваша вера укрепляется. Это все равно, что научиться ходить в темноте. Каждый уверенный шаг укрепляет вашу способность доверять. Проблема способна показать нам внутренние ресурсы, о наличии которых мы даже не подозревали. Это похоже на человека, который обнаруживает, что умеет плавать, только когда падает в глубокую воду. Сложная ситуация раскрывает дремлющие способности. Сколько раз в жизни вы удивлялись собственной силе, с твоей способностью преодолеть то, что казалось невозможным. Каждое испытание – это возможность открыть новые стороны себя, раскрыть таланты и навыки, которые ждали подходящего момента для проявления. Благодарность за трудности – одна из самых преобразующих практик, которые мы можем развить. Это все равно, что благодарить строгого учителя, который, хотя и был требовательным, заставлял нас учиться и расти больше, чем мы могли себе представить. Начните смотреть на свои текущие проблемы глазами благодарности. Чему они вас учат? Как они делают вас сильнее? Какие аспекты вашего характера оттачиваются благодаря этому опыту? Когда вы можете быть благодарны даже в трудные времена, вы открываете более глубокий уровень мира и принятия. Время – великий учитель, когда дело доходит до понимания ценности проблем. Это как смотреть на старую фотографию. С течением времени мы можем увидеть красоту даже в те моменты, которые было трудно прожить. Это увольнение, которое в то время казалось концом света, открыло путь к гораздо лучшим возможностям. Эти отношения, которые закончились болезненно, подготовили вас к обретению настоящей любви. Время учит нас, что испытание – это не наказание, а подготовка к чему-то большему.
Каждая преодоленная проблема становится ступенькой на вашей лестнице роста. Это похоже на построение лестницы. Каждый шаг важен для достижения следующего уровня. Иногда мы можем чувствовать застой, как будто мы слишком долго застряли на одной и той же ступени. Но даже в такие моменты мы развиваем силу и стабильность, необходимые для следующего шага. Без проблем не может быть настоящего роста. Они – учителя, которые готовят нас к следующим уровням эволюции. Проблемы также способны глубже связать нас с другими людьми. Это как солдаты, которые вместе прошли через бой. Между людьми, пережившими схожие трудности, существует особая связь. Ваш собственный опыт преодоления может стать источником вдохновения и силы для других, переживающих подобные ситуации. Когда вы делитесь своей